И да, если вы нас смотрите впервые, мы исследуем паранормальное уже больше 5 лет. Мы изучаем загробный мир и вместе с вами пытаемся найти ответы на все интересующие нас вопросы, связанные с загробным миром и с тем, что же происходит после того, как душа отделяется от тела человека. Так что душа чувствует во время похорон? Чувствует ли душа покойного, если живой человек держит на него обиду и не простил? Скажите еще раз. Я хочу использовать сейчас кассетный диктофон. Ты нам можешь как-то ответить? Крик какой-то. Крик, да. Канал Табу Искатели Паранормального представляет. Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Табу Искатели Паранормального. И сегодня мы находимся на всеми уже известном кладбище. Мы сегодня решили прогуляться и как раз таки записать для вас здесь серию. Потому что именно на кладбищах сеансы ИГФ самые интересные получаются. И да, если вы нас смотрите впервые, мы исследуем паранормальное уже больше 5 лет. Мы изучаем загробный мир и вместе с вами пытаемся найти ответы на все интересующие нас вопросы, связанные с загробным миром и с тем, что же происходит после того, как душа отделяется от тела человека. Кто еще не знает, у нас есть телеграм-канал, ссылочка будет в описании. Там мы проводили недавно опрос, все проголосовали за ИГФ. Также мы попросили наших подписчиков, чтобы они придумали вопросы, на которые они хотят слышать ответы. Мы выбрали вопросы, которых еще не было на канале. И спасибо вам большое за участие. Если ваш вопрос каким-то образом не попал в видео, не расстраивайтесь. В следующий раз, я думаю, обязательно ваш вопрос попадет тоже. Придумывайте интересные вопросы. Мы будем обращаться к вам, ребятки, за помощью. Будем создавать ролики вместе. Также очень важная информация, друзья, очень важная. Я, скорее всего, в конце видео покажу, как это сделать. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал на Яндекс.Дзен. Это очень важно, потому что неизвестно, что будет с Ютубом. Каждый день все меняется, и может быть такое, что Ютуб могут прикрыть в Российской Федерации. Поэтому, друзья, я вам покажу, как зарегистрироваться, и покажу, как подписаться на наш канал на Яндекс.Дзен. Ссылочка тоже будет в описании. Также, друзья, у нас группа ВКонтакте есть, туда тоже подписывайтесь. И спасибо вам за поддержку, за моральную поддержку в такое нелегкое время. Также, друзья, каждый из вас может поддержать наш канал донатом, потому что сейчас очень тяжелые времена, и мы боимся, что из-за того, что каналы перестали зарабатывать на ютубе, канал может просто уйти на неопределенный срок, пока это все не закончится, потому что ресурсов, затрат много, а отдачи никакой. И если у вас есть возможность, друзья, там хотя бы 10 рублей, мы реквизиты оставим в описании. Каждая ваша копеечка, поддержка, она будет поддерживать канал и выходы новых роликов. Так что, друзья, мы очень надеемся на вас. Ну, а сейчас мы достанем Вандербокс и приступим к самому главному. И да, не забывайте, в конце я вам покажу, как зарегистрироваться на Яндекс.Дзен. Сегодня наша тема — первые 40 дней после смерти. Зададим те вопросы, которые мы еще не задавали. Поехали. Мы сейчас будем задавать первый вопрос. Скажите нам, пожалуйста, нам может кто-то ответить из загробного мира?
Да. А с кем мы говорим? С нами. Ну, давай первый вопрос. Интересно, кто сопровождает душу после смерти физического тела? Кто приходит за душой человека? Я приду. А кто ты? Интересно. Кто ты? Скажи, пожалуйста. Что чувствует душа во время похорон своего тела? Осознает ли происходящее, тоскует, боится? Если, допустим, против кремации был при жизни человек, а тело все-таки кремируют. В вечном что-то там у нас есть. Так что душа чувствует во время похорон? Больше я не приду. Ответ. Понятно, душа тоскует, да, получается. Давай дальше. Что чувствует душа при выходе из тела? Возможно ли вернуться обратно в тело и в какой промежуток времени? Какое первое желание или что хочет сделать душа в первую очередь? У вас? Что чувствует душа при выходе из тела? Так, ладно. Где душа находится в первые дни после смерти? Так, мы разберем. Был интересный ответ. Дома, что ли? Может ли душа в первые дни как-то себя проявить? А как она проявляет себя в первые 40 дней? Ответьте еще раз. Осознает ли душа, что умерло тело? Правда ли, что после смерти душа человека не попадает сразу в ад или рай? На земле ее путь, по-моему. Получается, первые 40 дней душа на земле, правильно? Первые 3 дня душа находится рядом со своим телом. Правда ли, что через 3 дня душу забирает ангел-хранитель? Есть такое поверье.
Он с ним. Правда ли, что душа родственника становится ангелом-хранителем для своих родных? Сложно ответить. А почему, интересно, сложно? А почему сложно ответить? Что то ли незримый, то ли... Мне кажется, просто не все люди становятся ангелами-хранителями. Потому что, ну, смотря кто как жил, и смотря кто да, как ушел, да. правильно? Мгм. А скажите, если на кладбище подумать об умершем на его могиле, он будет присутствовать рядом в этот момент? Душа рядом. А ты где-то здесь похоронен? Как душа себя чувствует, когда о ней забывают? Мерзко? По-моему, да. Мерзко. Вот так вот, да? Был протяженный. Мгм. То есть о душе нужно думать, да, о родственниках. Так. Какой? 13. В первые 40 дней душа находится на кладбище рядом со своей могилой. Может ли завериться душа в параллельных мирах, если будут в доме открыты зеркала, когда покойник стоит дома? Да, интересный вопрос. Чувствует ли душа покойного, если живой человек держит на него обиду и не простил? Скажите еще раз. Что-то мертвые, что-то... Те души людей, с которыми происходит попытка связи через Вандербокс, которые находятся в аду, имеют какие-либо ограничения в ответах, наложенные на них определенными силами? Интересный вопрос. Да. Увидишь все или имеют ли они ограничения? Видать, поэтому, когда мы задаем какие-то вопросы, мы не получаем вообще никакого ответа на них. Угу. Да, бывает Или и же такое. получаем, но сдержанные ответы. Прям максимально сдержанные. Я хочу использовать сейчас кассетный диктофон. Ты нам можешь как-то ответить? О, вопрос. Когда мы ночью здесь находились, когда мы ночью приходили на съемки, это ты тот дух, который сейчас нам отвечаешь? Мы благодарим вас за общение. Сейчас мы попробуем использовать кассетный диктофон. Ребят, задаем вопрос последний. Ответь, пожалуйста, нам на наш вопрос. Ты сейчас рядом с нами? Скажи хотя бы что-нибудь. Неважно что, мы хотим слышать твой голос.
какой-то другой. Мгм. Ну-ка. Это что такое? Ты слышала что-то? А что это такое, блин? Нет, ну я слышала, но... Вот. Типа как Крик крик, какой-то. крик, да. Фу. Ладненько, друзья. Спасибо всем за просмотр данного видео. Спасибо за вопросы. Я думаю, что мы с вами еще будем сотрудничать. Подписывайтесь на Telegram, на Яндекс.Дзен. Сейчас я покажу, как подписаться на Яндекс.Дзен. Всем спасибо и ждите наши новые ролики. Всем пока. Скачивайте Яндекс браузер. И здесь вы можете создать свою почту. Создать ее очень просто. Как только вы создадите почту, вот она у меня уже есть, Дзен, переходите на Яндекс.Дзен. Вот. И тут в поиске ищите нас. Табу искатели паранормального. Каналы. Вот наш канал. И нажимаете подписаться. Это первый путь. Второй путь. Заходите в App Store, если это iPhone, или в Play Market, если это Android. И здесь в поиске ищите Яндекс.Дзен. Вот оно, это приложение, самое первое. Устанавливаете, так как оно у меня уже стоит. Вот. И здесь автоматически будет ваш профиль, ваша почта, так как она у вас уже создана. И здесь вы также находите наш канал и нажимаете подписаться. Все, ничего сложного нету.